Друзья, я приветствую вас на своем канале. Сегодня мы будем делать очень вкусные блины с курицей и с грибами в сметанном соусе. Они получаются неимоверно сочные, вкусные, подойдут как на праздник, так и на каждый день, на завтрак, на обед, на ужин. Их можно замораживать без проблем. Они будут храниться у вас в холодильнике пару дней. То есть их можно делать заранее к какому-то празднику. Тесто на блины у нас будет универсальное. У меня на канале уже есть это тесто, я делала там шоколадные блинчики. Для блинов с начинкой я считаю это тесто просто идеальное. Они получаются тонкие, эластичные. Получаются в любом случае, даже если вы никогда не делали блины, по этому рецепту у вас получится 100%. Итак, что же нам надо? Нам надо 3 стакана. Стакан муки, одинаковых стакана, стакан муки, стакан молока и стакан кипятка. 2 яйца, 2 столовые ложки подсолнечного масла, пол чайной ложечки сахара и пол чайной ложечки соли. А как будем их готовить, мы сейчас с вами увидим. Итак, заводим тесто на блины. Нам понадобится 2 яйца. Если вы экономите и яйца в вашем регионе очень дорогие, поверьте, можно взять и одно яйцо. Блины от этого хуже не будут. Сюда добавляем пол чайной ложечки соли, даже можно чуть-чуть меньше, щепотку соли и пол чайной ложечки сахара. Так как блины у нас будут не сладкие, особо много сахара не надо. И еще, если вы не уверены в своей сковородке или вы редко делаете блины, или у вас не получаются блины, они прилипают к сковороде, что бы вы ни делали, не добавляйте сахар. Буквально щепотку сахара добавьте. Это сахар горит, и ваши блины прилипают к сковороде. Поэтому, если у вас такая проблема, поверьте, просто не добавляйте сахар или добавляйте его совсем чуть-чуть, и все у вас получится. Размешали яйца с солью, с сахаром. Добавили пол чашки молока и всыпали туда муку. И теперь размешиваем. У нас такая должна получиться, вот такая вот консистенция. Это делается для того, чтобы размешать все комочки. Таким способом, если вы будете замешивать тесто, у вас никогда не будет комочков. Теперь вливаем оставшуюся часть молока. Опять хорошенько перемешиваем, добавляем столовую ложку подсолнечного масла, можно 2 столовые ложки. Тут тоже роли особо не играет. Столовой ложки будет тоже достаточно. Все хорошо перемешали и вливаем кипяток. Опять хорошо перемешиваем и оставляем в сторонку, пусть немножко клейковина поработает и тесто набухнет. Дальше я занимаюсь начинкой. Для начинки нам понадобится одно филе куриное, либо же даже вкуснее будет, если это будет окорочка или бедрышки куриные. А можно взять филешку и окорочок. Также можно взять и не индюшиное мясо, там филе индейки или голяшку индейки. Хорошо мы сварили в подсоленном бульоне. Я в бульон еще добавляла лаврушку, перчик. И порезали мелким-мелким кусочком. Конечно же, можно обойтись и просто филешку обжарить. Или просто там бедрышки, филе бедер обжарить. Но вот с вареным мне как-то получается они нежнее и вкуснее. Грибы нарезали мелким-мелким кусочком. Лук также нарезали очень мелко. Если вы лук нарежете так мелко, то потом он практически не будет его чувствоваться в блинах, но свою сочность он даст. Теперь на сухой сковороде обжариваем грибы. Теперь на сухой сковороде я обжариваю грибы. Грибы я никогда не мою. Я их хорошо чищу,
Снимаю верхнюю пленочку, а если уже продаются чищенные грибы, это еще лучше. Мыть их не нужно, чтобы не было лишней жидкости. Как только жидкость ушла, я добавляю пару столовых ложек подсолнечного масла. Сюда же можно добавить сливочное масло, будет очень вкусно. Сразу добавляем лук. Хорошо обжариваем, но не зажариваем, не доводим до того состояния, чтобы лук и грибы прям уже высушивать. Вот они должны размягчиться и стать такими мягенькими. И слегка-слегка приобретать золотистый оттенок. При обжарке лука я добавила щепоточку сахара. Поперчили. Я добавляю сюда еще немножко карри и немножко сухого чеснока. Вы можете добавить пару зубчиков свежего чеснока и любую приправу. Хорошо перемешиваем. И сюда же уже добавляем курочку, чтобы все приправы, все у нас пропиталось. Вот, кстати, еще такой интересный факт. Я уже говорила в прежних видео, что я сейчас переехала в Испанию и несколько месяцев уже здесь нахожусь и открываю для себя все новые и новые факты. Пошла я искать сметану, но если не заходить в русские и украинские магазины, то сметану найти очень тяжело. Однако же я ее нашла. Опять-таки же она только в одном виде. Для меня это очень странно, но сметана очень вкусная и практически очень похожа на нашу. Стоит она 1 евро, но это намного дешевле, чем брать нашу сметану в украинских и русских магазинах. Я добавляю чайную ложечку муки. Это блюдо можно делать как со сметаной, так и со сливками. Будет очень вкусно и в том случае. Я добавляю всю пачечку сметаны. Здесь у меня 250 грамм. Все хорошо перемешиваем. И начинка готова. Она должна быть густенькая. Она ни в коем случае не должна быть жидкая. С помощью сметаны и муки вся начинка у нас соединяется и получается такой однородной массой. Обязательно по вкусу посолить, поперчить, попробовать. Начинка должна быть в меру соленая, она не должна быть недосоленная. В блинах должно быть очень все вкусно. Поэтому пробуйте начинку сразу, она уже должна вам нравиться. А теперь приступаем к обжарке блинов. Тесто настоялось. Хорошо раскаливаем сковороду. Немножко, буквально чуть-чуть смазываем ее маслом подсолнечным. Первый раз, и то, если сковорода у вас не первой свежести, как у меня. Если хорошая сковорода, вообще не надо ничем смазывать. Считаем до 10. Это меня когда-то научил один повар. Если у вас хорошо разогретая сковорода, чтобы правильно жарить блины, нужно с обеих сторон считать до 10. Считаем до 10. Первый раз переворачиваем, второй раз снимаем блин. И так повторяем со всеми блинами. Не забываем перед каждым блинчиком тесто хорошо взбалтывать. Тогда оно у вас будет, во-первых, ажурные пузырчики в тесте будут, ну и во-вторых, мука не будет оседать на дно. И последние блины не будут густыми. Еще раз повторюсь, если у вас не получаются блинчики, если ваши блины прилипают к сковороде, значит вы добавили много сахара. Не добавляйте много сахара, если у вас нет опыта в жарке блинов или эта проблема постоянно присутствует. И посмотрите, насколько легче вам будет выпекать блины. Итак, из этого количества у меня получилось около 20 блинчиков. Они тоненькие, эластичные, с ними очень легко работать. Осталась самая малость. Кладем начинку на блин и формируем красивый блинчик.
Выбирайте, какой стороной вы хотите, чтобы ваш блинчик был снаружи. Накладываем начинку, столовую ложку, 1,5 столовые ложки и закручиваем. Я делаю все самым классическим способом. В эту начинку при желании можно добавить сыр, тертый на терке. Но тогда блинчик нужно будет разогреть на сковороде или в духовке перед подачей. Но поверьте, они и так очень вкусные. Вот таким образом мы скручиваем все блины. Их можно отправить в холодильник. 2-3 дня они спокойно у вас будут храниться, разогревать их на завтрак или на ужин. Также можно приготовить к какому-то празднику заранее. Также их можно отправлять как заготовки в морозильную камеру. Вот один блинчик я попробовала завернуть с обратной стороны, чтобы показать вам, какой внешний вид получается, если блинчик перевернуть обратной стороной. Это уже кому как нравится. Ну что, друзья, прошел час. Приготовила я блинчики. Они очень вкусные, красивые. Получилось их 17 штук. На 2 у меня начинки не хватило. Это будут с медом или с сосисками. Готовьте, готовьте с удовольствием. Всем мира, добра, приятного аппетита и до скорых встреч. Обязательно заходите ко мне на канал. Подписывайтесь, ставьте лайки. У нас впереди еще очень много вкусных и простых рецептов.